Вы все еще выдумываете? Нет, я ничего не утверждаю. Не будет ли преувеличением сказать, приведите мне хотя бы одну ссылку на что-нибудь, отдаленно напоминающее подлинный мусульманский источник, чтобы показать это? Вместо этого вы говорите, давайте откроем энциклопедию. Мы знаем, что сегодня люди не согласны с тем, что мусульманские ученые и апологеты продолжают распространять в своих лживых статьях. Мы попали в неловкую ситуацию, когда Дэвид Вуд, исламофоб, уважает Айшу и сподвижников Мухаммеда гораздо больше, чем современные мусульманские апологеты и участники дебатов. Вы продолжаете утверждать, что это я утверждаю, что брак был заключен, когда Айше было 9 лет. Однако я цитирую вам источник за источником. Так, например, в Сунан ан-Насаи 33:80 говорится, что Айша сказала, «Посланник Аллаха вступил в брак со мной, когда мне было 6 лет, и вступил в половую связь, когда мне было 9, и я играла в куклы». Вы продолжаете приписывать это мне, а я цитирую Айшу. Теперь мой вопрос к вам. Если Айша была не права, почему вы продолжаете утверждать, что она великий ученый? Если я не могу доверять ей в том, когда Мухаммед был с ней, и вдруг она не видит разницу между тем, когда ей было 19 или когда ей было 9, почему мы должны ей верить? Итак, вы видите, что он снова делает. Дэвид Вуд, то, что он делает снова, он собирается вернуться к той же проблеме. Айше, Пожалуйста, не перебивайте меня. Я поставил эти книги здесь для того, чтобы продемонстрировать, что во всех них говорится о разном возрасте, и мы все говорим о разном возрасте. где Айша упомянула о разном возрасте? Все они называют разный возраст, основываясь на том, что они изучили в хадисах. Где сподвижники Мухаммеда указывали другой возраст? Сахих Бухари. Вы согласны с тем, что пророк, мир ему, основываясь на сборнике Сахих, совершил ночное путешествие в Иерусалим и в рай, и что он расколол луну? Вы верите в это? Нет. Хорошо, почему? Я верю, что он утверждал это, и я верю, что они поверили в это, и поэтому записали это. Айша говорит, мне было 9 лет. И вы говорите, что если я поверю словам Айши о том, что ей было 9 лет, когда Мухаммед начал быть с ней, то я должен буду поверить, что Мухаммед отправился в ночное путешествие в Иерусалим, но это не так. Айша говорит, что ей было 9. Айша говорит, что ей было 9 лет. Это не значит, что я должен верить в каждую нелепую историю, придуманную Мухаммедом. Я верю, что эти истории уходят корнями в прошлое, но также я верю, что Мухаммед был лжецом и все выдумывал. Ну вот опять. Вы хотите сказать, что Айша все выдумала? Нет, я ничего не утверждаю. Вы хотите сказать, что она лгала? Я говорю, что вот это великий ученый. Зачем Мухаммеду было жениться на ней? Я читал об этой проблеме. Я читаю мусульманских и немусульманских ученых и историков по этому вопросу. И причина, по которой они делают свои выводы, заключается в том, что, основываясь на том, что они видели, и на том, что говорит этот человек, и на том, что говорит тот человек, и на математическом анализе хадисов, на исторических фактах по этому вопросу, они пришли к разным выводам. Я поступаю неразумно, требуя одну ссылку. Я имею в виду, я дал около 20 ссылок. Я поступаю неразумно, требуя одну ссылку. Если Айша повторяет это снова и снова, и 11 комментаторов сообщают об этом непосредственно от самой Айши, и другие сподвижники Мухаммеда, основываясь на своих собственных наблюдениях, утверждали, что ей было 9 лет. Если это то, о чем мы говорим, что Айше было 9 лет, а вы говорите, что может быть ей было 11, может быть ей было 13, может быть ей было 18, может быть ей было 19. Разве я многого прошу? Приведите мне хотя бы одну ссылку на что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее подлинный мусульманский источник, чтобы показать это. Вместо этого нет, мы обращаемся к энциклопедии. Мы знаем, что сегодня люди расходятся во мнениях. Мусульманские ученые и апологеты продолжают распространять эти статьи, наполненные ложью. А затем появляется кто-то вроде Гэри Уиллса и говорит, о, мусульмане не совершают ошибок. Мусульмане не знают, сколько ей было лет. Должны же быть какие-то разногласия. Нет никаких разногласий. Во второй раз он доказал мою правоту. Он только что сказал, что мусульманские ученые ходят кругами и говорят это. Он назвал их лжецами, но у них есть законы и основания для того, что они говорят. Очевидно, без ссылок. На самом деле, люди, рассказывающие об этом в том же хадисе, о котором он говорит, не были там. Они передают то, что сказал кто-то другой. Хашим рассказывает со слов своего отца. Кто был его отцом? Кем был его отец? Он тот, кто передал этот хадис. Да, но кем он был? Ну, продолжайте. Вы не знаете. Да, я знаю. Кем он был? Он был чьим-то внуком, верно? Он был сыном Зубайра. Хорошо, а внуком кого? Какое это имеет значение? Абу Бакра. Хорошо, отлично. Зубайр — племянник Айши. Хашим — его сын. Он унаследовал этот хадис от своего отца, который является племянником Айши, и которому Айша передала все это. И это только один из хадисов. Это всего лишь один из 11. Это всего лишь один из 11 источников, которые записали это от Айши. Итак, у нас есть Айша. Ребята, если у вас есть 11 разных людей, которые рассказывают одну и ту же историю от Айши,
И это подтверждается несколькими сподвижниками Мухаммеда. Если вы этого не знаете, если вы утверждаете, что это спорно, если вы говорите, что у меня есть 11 человек, которые рассказывают одну и ту же историю от одной и той же девушки, и это просто не доказательство, потому что, знаете ли, у вас есть энциклопедия, новая всемирная энциклопедия или что-то в этом роде на вашей стороне, тогда ладно. Тогда не говорите мне, что мы вообще что-то знаем об этих людях. Не говорите мне, что мы что-то знаем. Если я не могу доверять 11 свидетелям и группе сподвижников, мы не можем доверять им. Тогда не говорите мне, что мы что-то знаем о вашем пророке. Все, что мы можем добавить, это то, что имело место быть массовая ложь, а ваши источники абсолютно ненадежны. И я не возражаю против этого. Но если мы действительно серьезно отнесемся к вашим источникам, Айше было 9 лет. И вот мы в современном периоде. Мусульманам стыдно, потому что этот вопрос вызывает большую критику. Некоторые выдумывают, и заметьте, что он цитирует кого-то, кто говорит, что все это исходит из одного источника, Хашима. Это абсолютная ложь. Кто-то выдумал это и поместил в статье. Это ложь. Это неоднократно разоблачалось. Это разоблачалось в течение многих лет. Он повторяет это. Он даже не знал, кто такой Хашим. Хорошо, значит, кто-то придумал это и написал статью. Да, это абсолютная ложь. То есть все, что касается ислама, все мусульмане лгут? Нет, я верю в это, и это удивительно. Я верю источникам больше, чем вы. У меня больше уверенности. Я испытываю большое уважение к Айше и сподвижникам Мухаммеда, Ибн Касиру и величайшим ученым ислама. Я испытываю к ним больше уважения, чем к апологетам ислама. Ладно, он просто продолжает. Они пришли к разным выводам. Вы знаете, кто самый великий знаток хадисов всех времен? Ибн Хаджар Аскалани. Величайший знаток хадисов. И угадайте что? Я только что упомянул, что он упоминал, что в Аскалани что-то есть. Где ссылка? Вы знаете, что на самом деле сказал Аскалани? Аскалани — это тот, кто сказал, поскольку она все еще играла в куклы, она не достигла зрелости, когда началась половая связь. Я собираюсь открыть. Позвольте мне повторить это предложение. Да, вы собираетесь повторить то, что сказал кто-то другой. Это нормально, но он упоминает. Я только что процитировал Аскалани. Он упоминает Навави, он упоминает Аскалани. Дайте ссылку. Подождите, я не изучал его работу. И он сказал, Ибн Касир. Ибн Касир — мусульманский ученый, который утверждает, что никто не оспаривает, что Мухаммед вступил в половую связь с Айшой, когда ей было 9 лет. Я могу назвать номер страницы и номер книги. Ибн Касир, который бесспорно говорит, что сура 65, стих 4... Позвольте мне задать вопрос, Дэвид. Это относится к девочкам, не достигшим зрелости. Тот самый Ибн Касир. Но есть какая-то загадочная ссылка. Хорошо, дайте мне задать вопрос. Это все загадочные упоминания в книгах Налави и Аскалани, и Ибн Касира. Мы не можем привести никаких реальных ссылок, но они есть. Поверьте нам. Хорошо. Итак, методология такова. Когда Коран, хадисы, все основные сборники, все сподвижники, сама Айша, когда все согласны, то можно отклонить это и выбросить за дверь. Современные мусульмане, которые стесняются своего пророка, оспаривают это. Хорошая методология. Я должен любить ислам. Хорошо, давайте сделаем заключительное заявление, прежде чем мы перейдем к вопросам и ответам. Передаю вам слово. Я не нашел ничего, что указывало бы на то, что Айше было больше, чем 9 лет. Потому что у меня есть десятки источников, утверждающих, что ей было 9 лет. У меня нет никаких сведений о том, что ей было 14, 18 или 19 лет. Все, что мы имеем сегодня в мире, это кучка современных людей, которые говорят это после того, как кто-то опубликовал кучу статей, наполненных откровенной ложью, говоря совершенно нелепые вещи. О, это только с одной стороны. Все это ложь. А потом это распространяется. И люди не знают ничего лучше, и они думают, что лучше солгать о Мухаммеде, чтобы заставить мусульман лучше относиться к своему пророку, чтобы защититься от критики исламофобов, чем сказать правду и оказаться опозоренными. Что ж, вы можете это сделать, если хотите. Но предполагать, что мы можем отбросить все мусульманские источники, когда они дают такое единодушное согласие, я бы сказал, просто стыдно. Сура 65, стих 4 Корана, опять же, разрешает связь с девочками, не достигшими половой зрелости. Вот что там написано. Ибн Касир говорит, что это именно то, что это означает. Ибн Аббас говорит, что это именно то, что это означает. Современные мусульманские ученые, такие как Маудути, говорят, что это именно то, что это означает. Даже Мухаммед Хиджаб, он сказал, если бы вы не знали, что Мухаммед ждал, пока Айше исполнится 9 лет из хадиса, вы бы подумали, что в суре 65 стихе 4 разрешается связь с 5-летними детьми. Это не я. Эти ребята исламофобы. Является ли Ибн Касир исламофобом? Является ли Ибн Аббас, подвижник Мухаммеда, исламофобом? Мухаммед Хиджаб и Али Дава, они исламофобы? Когда я говорю то же
же самое, что говорили величайшие ученые ислама, я исламофоб. Очень-очень интересная штука. Когда если вы просто повторяете то, что говорили величайшие собиратели хадисов ислама и так далее, это делает вас каким-то ужасным, омерзительным, примерским человеком. Кенни допустил множество ошибок. И я не могу сказать, он допускал их случайно или делал это намеренно. Но он цитировал Талмуд, например, и говорил: видите ли, в Библии говорится 3 года плюс 1 день. Где это написано в Библии? У нас здесь многие читают Библию. Вспомните, где в Библии говорится, что в возрасте 3 плюс 1 день вы можете иметь половые отношения с девочкой. Кто-нибудь помнит это? Точно, этого там нет. Почему вы приписываете это? Почему вы говорите, что это Библия? Почему? Почему вы говорите такие вещи? И хотя у нас нет ни одной ссылки на что-либо из того, что говорит Кенни, мы можем отвергнуть все это. И мы остаемся в неловкой ситуации, когда Дэвид Вуд, исламофоб, уважает Айшу и сподвижников Мухаммеда гораздо больше, чем современные мусульманские апологеты и спорщики.